Когда Джессика Браун устроилась на работу в крупную маркетинговую компанию в центре Чикаго, она с первого дня почувствовала, что здесь она не такая, как все. Высокая, сдержанная, умная и уверенная в себе чернокожая женщина. Она обладала внушительным резюме и опытом, но ее коллеги не спешили признавать ее профессионализм. В отделе, где преобладали молодые белые мужчины, Джессике дали понять, что она здесь чужая. Они смеялись над ее акцентом, хотя Джессика родилась и выросла в Балтиморе. Насмешки были тонкими, но постоянными. Ее идеи на совещаниях игнорировали, а потом кто-то другой представлял их как свои. В курилке и на кофе-брейках ходили шепотки и ехидные усмешки. Некоторые отпускали расистские шутки за ее спиной, думая, что она не услышит. Она слышала. Она пыталась не обращать внимания, фокусировалась на работе, делала все четко, всегда вовремя, без ошибок. Но даже тогда ее начальник, человек по имени Марк, все равно вел себя снисходительно, словно делал ей одолжение, позволяя работать в этой компании. Прошло несколько месяцев. В пятницу после обеда всех сотрудников пригласили в конференц-зал, руководство должно было представить нового генерального директора. Атмосфера была легкая, кто-то даже строил догадки, кого пришлют сверху. Марк хвастался, что, скорее всего, это будет кто-то из старых своих, и добавил пару шуток, не слишком уместных. Когда в зал вошел высокий мужчина в темном костюме, большинство сотрудников выпрямились. Его звали Майкл Браун. У него была ровная осанка, спокойный взгляд и та самая уверенность, которую нельзя поделать. Он начал с официального приветствия, обозначил свои цели и подход к работе. В какой-то момент его взгляд остановился на Джессике. Он кивнул ей, и она едва заметно улыбнулась. Только потом сотрудники узнали, что Майкл – муж Джессики. Они познакомились еще в университете, вместе прошли долгий путь и по карьерной лестнице, и по жизни. Майкл знал, через что она прошла на этой работе, но не просил ее уходить. Он знал, что придет момент, когда все изменится. После того дня многое в офисе стало другим. Смеяться перестали. Унизительные шутки исчезли. Люди начали пересматривать свое поведение, потому что поняли, что та самая не такая, как все женщина, оказалась не просто сильнее них, она была достойнее с самого начала. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.